Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Амба, или по-тюркски великий, большой и огромный злой дух. Кто это? Это царь зверей, но не черного континента, а нашего евразийского. Это амурский тигр, он же уссурийский, самый северный и самый крупный подвид тигра. Да, Россия так и может гордиться царем, но не обезьяноподобным, а кошачьим. Живет самая крупная в мире хищная кошка именно в России. В народе животное окрестили по названию тайги – уссурийским, или по названию региона – дальневосточным, а иностранцы называют животное сибирским тигром. Прописка у нашего царя в основном приморская, и только 10% изменников родине живут в китайской Маньчжурии. Так сложилось исторически, что у нас в XIX веке царя стали недолюбливать, и после революции членов царской семьи осталось всего около 40 особей. Однако пролетариат взялся за ум, и при советах нашу коронованную особу занесли в Красную книгу и начали усиленно оберегать. Эти старания не прошли даром, и в 2007 году торжественно объявили, что амурский тигр больше вымирать не собирается. Царь вернулся, и на данный момент число его друзей, которые живут в удовольствии и достатке, достигает 750 штук. Это, кстати, стало возможно лишь за счет интенсивного увеличения поголовья копытных, составляющих основу рациона амурских тигров, которым в день надо 10 килограмм свежего парного мяска. За счет повышенного налогообложения на мясо и богатого явствами царского стола наш дальневосточный царь отъедается обычно до 300 килограмм и имеет уникальный среди всех кошачьих милый животик. 5 сантиметров жирка на пузике спасают нашего властителя севера от лютых морозов. Королевские одеяния приморского царя гуще, чем у челяди, живущих в теплых районах, например, в Индии, а окрас светлее, длина достигает 4 метров. Кстати, амурский тигр различает цвета, а ночью он видит в 5 раз лучше, чем человек. Поэтому не пытайтесь разглядеть тигра во тьме, ведь такая тьма намного быстрее поглотит вас. Но отдадим должное сибирскому красавцу, абы что он не ест, предпочитая козлятинку и оленятинку, и поэтому на человека нападает нечасто, в отличие от своих индийских товарищей. Врагов, как вы понимаете, в естественной среде, кроме двуногих, у тигра нет. Есть, кстати, мысль сравнить царя африканских зверей с нашим амурским тигром по силе. Как вы думаете, стоит снять такой ролик? Скорее, тигр сам является основной угрозой местного населения тайги, гоняя более мелких родственников в виде дальневосточного леопарда, которого, кстати, в отличие от старшего брата, осталось всего 50 особей. Ролик о дальневосточных леопардах есть на канале. Амурский тигр – властелин огромных территорий, площадь которых у самки составляет 500 квадратных километров, а у самца 800. При этом они весьма социальны. Тигры приветствуют друг друга особыми звуками, образующимися при энергичном выдыхании воздуха через нос и рот.
Знаками выражения дружелюбия также являются прикосновение мордами и даже трение боками. Поскольку владения дальневосточных царей очень большие, будущей королеве приходится самой отправляться на поиски своего короля. Любви тигрица отправляется искать раз в 2 года, принося домой после бурной недели с царем севера 2-4 тигренка. Сначала мать кормит преемников престола молоком. Мясо они попробуют только в 2 месяца. Круглосуточно мать находится рядом с детьми только первую неделю. Потом она отлучается на охоту. В годовалом возрасте тигрята впервые отправляются на самостоятельную охоту, а к 2 годам они уже способны одолеть крупную добычу. До 2 лет тигрица учит малышей. Они живут с ней. Зрелыми тигрята становятся к 3-4 годам. Живут цари в среднем до 20 лет. Кстати, несмотря на свой титул, жизнь амурских тигров не лишена тягот, ибо успехом заканчивается лишь каждая 10-я охота. Мелких животных он убивает, перегрызая горло, а крупных сначала валит на землю и лишь затем перегрызает шейные позвонки. Тем временем в Китае за убийство амурского тигра полагается смертная казнь. Ну и напоследок немного интересных фактов об амурском тигре. Черные полосы на шкуре отличаются у каждой особи. Найти 2 тигров с одинаковой шубкой не получится. У тигра 30 зубов, как у домашнего котика. В приливе нежности тигр мурлычет, опровергая этим все научные исследования. Амурский тигр – единственный подвид, который освоил жизнь в 1,5-метровых снегах и температуре в -40. Плохое самочувствие дальневосточный царь лечит специальными травками. Амурскому тигру как расплюнуть, прыгнуть на 2 этажа вверх. С места это на секундочку около 6 метров. А еще он может развить среднюю скорость машины до 80 км в час. И это еще по снегу. Самый мощный тигр в мире весил 384 килограмма. Это почти как 100 домашних кошек. А как вы считаете, кто больше достоин титула царя зверей? Лев или наш амурский красавец? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть в следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Мы будем очень благодарны вам за посильную материальную поддержку для развития канала. Ссылка в описании. До скорых встреч!